Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о неудачных приметах, которые происходят к лучшему. Обязательно досмотрите это видео до конца, и вы узнаете много полезной информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что эта информация действительно будет полезна и важна. Вы знаете, наилучший способ узнать, насколько вы успешный человек, это подсчитать, сколько раз вы ошибались в жизни. Если у вас никогда не было ошибок, возможно, вы не так уж сильно и старались, потому что именно неудачи – это залог успеха, которым доказываются ваши старания. Поэтому, если вы действительно хотите изменить жизнь к лучшему, вы должны хотя бы несколько раз потерпеть неудачи и крах. И проанализировав жизнь всех великих людей в истории, можно заметить, что их связывает кое-что общее, потому что все они ошибались, причем не один раз. Успешные люди тесно знакомы с провалами и поражениями в жизни. Так тесно, что им приписывают даже фразу «все, что не происходит, это всегда к лучшему». Итак, что же за неудачные приметы, которые происходят именно к лучшему? Во-первых, публичное оскорбление или позор. Не стоит переживать, если вы стали жертвой насмешки, оскорбления или позора. Совершать глупые поступки обычно полезно и почти всегда даже поучительно. Но думать о том, что о вас говорят люди, это самое последнее дело. Вы проживаете свою жизнь, принимаете свои решения и вольны делать любой выбор. Люди любят оскорблять, сплетничать и принижать. Но это их дело. Почему вас это должно беспокоить? Пусть удивляются, пусть обсуждают и пусть сплетничают. Если бы с вами не случился возмутительный афронт, то есть это значит, что или какое-то было бы оскорбление, или какой-то позор, вы бы продолжали жить по определенному шаблону, руководствуясь ложным стереотипным мышлением. Далее, совершенные ошибки. Не нужно осуждать себя, винить и критиковать, если вы допустили ошибку. В нашей жизни все очень запутано, и лишь единицы могут молниеносно принять верное решение. Остальные, увы, ошибаются. Нужно принять, что ошибки совершают все. Это заложено в нашей природе. Даже более того, это необходимо нам, чтобы стать лучше. Поэтому научитесь прощать себя и анализировать ошибки. Далее, потеря работы. Очень часто так бывает, что если что-то происходит ужасно, то оно сразу происходит по всем фронтам. Человека увольняют, особенно без каких-либо причин. Но не воспринимайте это слишком серьезно. Скорее всего, вы выбрали не тот путь, и Вселенная всеми силами пытается вас об этом предупредить, а потом переходит к радикальным мерам. Перед лицом таких трудностей человек часто испытывает страх и начинает заниматься самоедством. Однако, если для вас потеря работы означает вашу неспособность стать успешным человеком, то вы всегда будете несчастны. Крах настигает человека только тогда, когда он сам готов сдаться. Воспринимайте это как опыт, как возможность научиться чему-то новому. Воспринимайте эту неудачу как лучшего друга, ведь именно она поможет вам вырасти и, наконец, заняться тем, что действительно способно принести вам счастье, успех и деньги. Далее, банкротство. Подобная ситуация может свести человека с ума. Однако важно понимать, что материальная стабильность – это безусловно важно, но еще важнее прислушиваться к урокам неудач. Никто не может вам предсказать, как сложится ваша жизнь. Никто не обещает, что ваш бизнес не пойдет камнем на дно. Но успешные люди утверждают, опускать руки нельзя, как нельзя беспокоиться о чем-то, что может и не произойти.
Поэтому научитесь воспринимать любое поражение правильно. Помните о том, что вы не просто так потратили свою энергию, силы, вы вложились в будущее и опыт, который никто не сможет у вас отобрать. Вы можете предпринять какие-то действия, чтобы разрешить ситуацию, поэтому начните прилагать усилия. Крошечные шаги в нужном направлении гораздо эффективнее, чем отсутствие движения вообще. Далее разрыв отношений. Неважно, с кем вы разошлись на своем пути. С любимым человеком, с коллегой, приятелем или, возможно, даже лучшим другом детства. Важно то, какие вы сделали выводы. Ваше от вас не уйдет. Помните об этом. Правильные отношения делают вас счастливым человеком. Это отношения с людьми, которые ценят и поддерживают вас, заставляют чувствовать себя хорошо. Боль и страдания приносят те, с кем вам просто не по пути. Как бы вы ни хватались за токсичные отношения и неправильных людей, рано или поздно Вселенная разлучит вас, пусть даже так жестко и болезненно. Далее удар в спину. Тоже предательство. Это обычная составляющая нашей с вами жизни. Многие это испытали на себе. Правда, даже к этому можно относиться с философской точки зрения, извлечь уроки из прошлого, смириться и продолжить жить. Успех – это не удача в прогрессе. Судьба будет испытывать вас до тех пор, пока вы не докажете всем вокруг, что вы достойны счастья. Никогда нельзя отступать назад. Далее несчастье. В жизни каждого человека рано или поздно произойдет трагедия. Ее цель не причинить вам боль, а наоборот закалить вас и ваш характер. Только тот, кто познал боль, пережил ее и не опустил руки, способен на грандиозные поступки. Никогда не поздно изменить свою жизнь к лучшему, поменять мировоззрение и стать совершенно другим человеком. Далее неразделенная любовь. Многие люди почему-то идеализируют любовь, делают ее смыслом своей жизни, а потеряв ее, становятся самыми несчастными людьми. Поэтому мы рекомендуем использовать поражение в любви как инструмент. Когда вы принимаете неразделенную любовь близко к сердцу, вы подавляете себя, вы утрачиваете свои силы. Счастье – это анализирование причины неудачи и поиски того, как вы будете ее компенсировать. Далее разбитые мечты. Разбитые о скалы реальности мечты предшествуют значимым победам. В такие минуты важно помнить, что любое начатое, но нереализованное желание – это мощный мотиватор. Неудачи не должны сломить вас. Помните, что успех приходит к нам маленькими порциями, постепенно заполняя нашу жизнь. И последнее, о чем мы хотели поговорить, о неоправданных рисках. Потому что многих людей именно риски и пугают. Они предпочитают отсиживаться в своей зоне комфорта. Разумеется, риск – это всегда игра в рулетку. Но чем больше вы будете прятаться в своей зоне комфорта, тем больше будет разрастаться страх поражения. Тем сильнее вы будете отдалять себя от счастливой жизни. Убедите себя в том, что вы можете все. Запрограммируйте себя на успех. Допустим, вы рискнули. Даже если последствия оказались не такими, как вам хотелось бы, в этом нет ничего страшного. Вскоре вы увидите, что все, что не делается, делается к лучшему. Поэтому будьте храбрыми и научитесь воспринимать жизнь как приключение.